Здравствуйте, мои дорогие! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для представителей знака Стрелец. Расклад мы делаем на период с 1 по 15 декабря. Попробуем таким вот образом, такой двухнедельный обзор сделать сегодня для стрельцов, немножечко в другом формате, не в таком, как я делаю обычно. Надеюсь, вам такой вариант тоже понравится. Пишите в комментариях, насколько вам такое видео подходит тоже. Оставляйте комментарии, оставляйте лайки. Также не забывайте подписаться на мой YouTube канал, если вам видео нравится. Буду очень-очень признательна вам за такое действие, такую обратную связь с вашей стороны. Итак, расклад у нас сегодня двухнедельный. Расклад, который будет по дням, я сделаю в виде шортсов на следующей неделе. Так мне будет, по крайней мере, удобно. Думаю, тоже большинству из вас такой вариант подойдет. Никто не будет против, в принципе. Итак, давайте посмотрим, что же здесь у нас сейчас получится в нашем раскладе. Я сначала выкладываю карты, а затем мы разберемся, что здесь имеется в виду. Первая карта, которая у вас выпадает, карта семерка жезлов. И, собственно, она показывает здесь какое-то сопротивление, какую-то, возможно, неприятную для вас ситуацию, связанную с каким-то конфликтом, выяснением отношений. Может быть, вы не совсем согласны с тем, что происходит вокруг вас, или какие-то конфликты или разногласия возникают, и вам приходится решать определенные моменты, решать определенные вопросы, что может немножечко негативно сказаться на общем представлении об этом периоде. Хотя в последнее время, скорее всего, дела обстоят лучше в сравнении с тем, что было ранее, потому что здесь в прошлом могла быть какая-то небольшая изоляция, или вы могли проходить через какой-то такой переходный, трансформирующий период, когда все переворачивалось с ног на голову. Но этот период, он уже заканчивается, или уже, вернее сказать, даже закончился, и началась новая фаза. И эта новая фаза, она представляет собой такую небольшую борьбу или какое-то сопротивление, с которым вы сталкиваетесь. Но в целом вы здесь в порядке. И карта, которая у вас тут тоже выпадает, принцесса жезлов, она показывает, что вы готовы действовать, вы готовы в этот период планировать что-то новое, вы готовы здесь предпринимать какие-то даже рискованные, возможно, действия в каких-то ситуациях, чтобы двигаться вперед. И, может быть, не так прям торопиться, как это может быть по огненной энергии, по принцессе жезлов. Но, тем не менее, у вас есть определенные планы на будущее, которые вы хотите здесь реализовывать. И вы к ним, собственно, стремитесь. Стремление к успеху и стремление к каким-то победам, которые вы себе хотите. Могут быть даже какие-то новые отношения, которые здесь у кого-то из вас могут возникать, если их не было. Если кто-то из вас здесь одинокий, то здесь может быть начало новых отношений. Но в целом вы здесь очень осторожны будете со своими эмоциями. Возможно, даже где-то будете пытаться скрывать свои эмоции, чтобы не быть такими уязвимыми, чтобы не быть такими яркими в проявлении своей любви. Вы можете быть немножечко сдержанными, особенно так эмоционально сдержанными. И эта карта, она показывает, что вы здесь больше думаете о каких-то финансовых вопросах семьи, может быть, о каких-то покупках в семью, о каких-то вопросах денежных, о карьере, возможно, которая тоже может отразиться на состоянии вашей семьи. Можете проводить много времени дома с семьей, что тоже является богатством для многих людей, как достаток, признак достатка и счастья человека. Возможно, кто-то из вас даже думает, если вы в отношениях, чтобы как-то обосноваться, съехаться с кем-то, или жениться, или замуж выйти, то есть какие-то такие могут быть здесь размышления, какие-то мысли о будущем, о перспективе будущего для вас. Для кого-то из вас здесь также может быть ситуация очень явная, которая показывает возвращение кого-то из будущего, из прошлого, потому что как будто бы в будущем здесь по страшному суду может быть возвращение, воскрешение каких-то отношений, может быть перемирие с тем человеком, которое было ранее.
Это может быть кто-то из прошлого, либо какие-то переворачивающие отношения, которые появляются у вас в этом месяце, кто одинокий, и они могут вот полностью перевернуть вот все происходящее, да, в дальнейшее с вами в этой жизни. Но может быть и перемирие с кем-то из прошлого, кто-то может возвращаться, напоминать о себе, приходить с каким-то здесь как предложением, что ли, не знаю, и будет с вами на одной волне. Это может быть тоже огненный знак, в принципе, или земной знак. То есть девы, тельцы, козероги или львы, овны, стрельцы. То есть какие-то из таких стихий. К тому же очень много огненных у нас в целом выпало. Но вам здесь нужно будет принять это важное решение, сделать какой-то важный выбор, который вам здесь предстоит сделать, собственно, да, с этим предложением, которое к вам приходит, или с воскрешением ситуации. Для многих из вас, если ваша романтическая жизнь с кем-то не сложилась, возможно, она в декабре будет налаживаться именно в первой половине месяца. Для кого-то это как возрождение. Ну, вот принято какое-то очень важное решение, которое здесь будет справедливым по страшному суду, то есть так, как вы заслуживаете, как это должно бы было, наверное, произойти, и вот как это происходит наконец-то в первой половине декабря. То есть что-то справедливым образом возрождается, и у вас появляются такие равноправные отношения, чтобы двигаться дальше вперед в позитивном направлении с таким человеком, который вам максимально подходит в вашей личной жизни. В целом здесь очень хорошие карты у вас выпадают. Еще мне очень нравится этот туз жезлов, который здесь показывает действие и готовность принимать важные решения и как-то решительно действовать. То есть смело действовать, какие-то начинания реализовывать. Какая-то ситуация в вашей жизни действительно переходит на новый этап, новый уровень, потому что туз — это единица, это начало, это позитивное начало. Возможно, этот новый человек или человек из прошлого будет с вами действительно на одной волне и будет готов к этому разговору или к тому, чтобы совместно строить будущее. Также здесь могут быть какие-то хорошие перспективы в карьере, в работе, когда у вас есть хорошая возможность здесь строить карьеру, да, какие-то партнерские отношения, которые могут быть очень-очень прибыльными, что в принципе тоже очень хорошо. То есть ваша карьера, ваша трудовая жизнь, прибыль, финансы, она значительно может улучшиться. Вы можете здесь какой-то важный контракт подписать, вы можете здесь какое-то важное решение принять касаемо там открытия своего бизнеса или какой-то своего проекта на работе, к примеру. И это для вас будет очень-очень позитивным и очень-очень может быть прибыльным. То есть очень хорошая какая-то ситуация, касающаяся работы. И также я думаю, что здесь это все может происходить достаточно стремительно и достаточно быстро, потому что здесь у вас есть этот принц жезлов, который показывает вот эту импульсивность, готовность рисковать и готовность здесь принимать очень быстрые решения, если это необходимо. Здесь может быть очень много общения, очень много движения вперед, этого стремительного движения. И как будто бы вы не видите совершенно перед собой никаких препятствий, никаких задержек, и дела действительно могут идти очень-очень хорошо. И в целом даже, да, вот та карта, которая здесь у вас еще есть, это девятка жезлов о выстраивании границ. Возможно, о том, что вы ранее не двигались вперед или возникали какие-то препятствия на вашем пути, какой-то упадок сил был. Возможно, это все отходит на задний план, и теперь у вас значительно улучшается ситуация. То есть вы выходите из этой застойной фазы, когда было что-то не совсем так, как вам хотелось, не совсем так легко, и приходилось со многими вопросами сражаться. То есть дела здесь пойдут очень быстро. Возможно, у многих из вас пройдут значительные какие-то улучшения в работе, значительное улучшение, может быть, и в состоянии здоровья, в самочувствии. То есть в целом очень-очень хороший какой-то для вас период, который здесь происходит. И эта огненная энергия, которая здесь у вас есть, еще и с тройкой кубков, собственно, показывает, что здесь очень много еще и туз жезлов, да, очень много страсти, очень много энергии, которая здесь у многих из вас будет. И это похоже и на какую-то физическую близость для вас с кем-то, и на какое-то очень сильное влечение страстное, потому что туз жезлов, он об этом. Также очень много веселья по тройке кубков, когда вы
наполненные эмоциями. То есть для вас это будет очень продуктивный, очень веселый период, который позволит вам добиться очень многого, добиться практически всего, что вы себе планируете. Действительно очень хорошее начало декабря, то есть первые, скажем, 2 недели декабря, с 1 по 15 декабря. Итак, я надеюсь, это видео было для многих из вас полезным. Очень хороший расклад, поэтому верю в то, что у вас максимально позитивно сложится действительно этот период, этот отрезок месяца. Скажем, желаю всем всего самого хорошего, самого наилучшего. Берегите себя, берегите своих близких. Подписывайтесь на мой YouTube канал. До скорого!